Всем привет, друзья! Новое видео на канале Профессия Созидатели. Мы приехали на этот объект, строили ранее вот этот дом, и сегодня будем его перекрывать плитами. Приехали ребята, еще подъезжают. И давайте я вам покажу, как выглядит этот дом. Кто забыл, размеры дома 19 на 16 метров. Дом с гаражом. Вот он, гараж. На одном фундаменте вместе с домом. На гараже окна и две двери есть. Выход во двор будет. Вот такой высокий цоколь. И задняя сторона дома. Сзади здесь будет еще пристраиваться веранда. Эркер. Вот здесь дверь, будет как раз выход на эту веранду. Чарли к нам приехал. Сегодня наконец-то он набегается, наиграется здесь. Места много. Раньше мы заштабелевали этот кирпич заранее. Осталась еще вот эта кучка. Быстренько сейчас заштабелюем. Кирпич пойдет на внутренние перегородки. Нам нужно сегодня успеть еще закинуть вот эти все поддоны. По газосиликатному блоку заливался армопояс. Давайте я вам покажу. Мы проложили стеночки и оставили где-то 20 сантиметров, ну там чуть больше 20 сантиметров до облицовки. И залит. Вот здесь заливалась перемычка вместе с армопоясом. Но здесь проем, смотрите, большой, и нужно очень хорошо армировать на такой длине, чтобы она не лопнула. Армопояс нигде не разрывается, залит по кругу целиковый. И также заливались перемычки по всем проемам, по всем окнам. Здесь вставлен вот он утеплитель. Подъезжает первая машина с плитами. Автокран еще не подъехал. Ребята уже подготовили поддончики, будем штабелевать кирпич. В общем, нам нужно за один день многое сделать. Здесь у нас внутри еще вот оставался материал. Лишние газосиликатные блоки подали. Надо это все убрать отсюда, поставить кирпич на перегородке, смонтировать все плиты, забить плиты раствором, подать сразу автокраном этот раствор, чтобы потом не подавать вручную. Промеряем еще раз перегородки. Нужно посчитать примерно, сколько кирпича уйдет, чтобы не подавать лишний. Умножаем на 3 метра высоты. Да. Ну, получается 60 квадратных метров. И что в итоге получается? Получается
2300 кирпича. Посчитали кирпич. У нас тут заштабелеван даже лишний. Придется подавать даже не все поддоны. Так что нам повезло, штабелевать не нужно. Плиты уже приехали, 2 машины. Плиты привезли с Орла. Плиты на заказ. А делали их где-то 1,5 месяца. Потому что сейчас сезон, много заказов и нужно немного подождать. И наконец-то уже их привезли. Плиты облегченные. И ребята там смотрят, разбираются, куда какие плиты. И у нас, ребята, такая проблема. Начали набирать воду. Оказалось, воды нет, вода заканчивается. Набрали всего несколько ведер. Нагнули вот бочку, чтобы стекает последняя вода. Нужно будет еще заказчику организовать быстро подвоз воды, потому что уже приедет автокран, уже нужен раствор. Налили воды, на первое время хватит. Чарли утащил у Сашки тапок. Вот он бегает за ним. Играется. Снял с ноги и убежал с тапком. Пока автокран задерживается, залезу наверх и покажу, как тут залито все. Оставлены шпильки, потом будет на эти шпильки крепиться крыша. Будет крепиться муэрлат. Здесь оставлен утеплитель. И вентзазор не перекрыт. В некоторых местах перекрыт. Но тут нужно будет что-то вот сюда подложить, чтобы прилегал утеплитель к бетону. А вентзазор должен оставаться вот открытым. И по всему периметру выпущены шпильки. Потом смонтируем плиты, проложим облицовку, несколько рядов, чтобы обложить плиты. И нужно будет еще здесь класть газосиликатный блок. Будем еще как-то нужно будет обложить эти шпильки. Или вот насаживать на шпильки блоки придется нам. Также по трубе, смотрите, как залито, чтобы не разрывать армопояс. Трубу тоже закончили раньше. И вот так заливается, чтобы армопояс не разрывать. Также вот вторая труба с вентканалами. Когда заливали армопояс, видимо, в этом месте подавали наверх бетон и забрызгали вот стены. Вот они, капли по стене. И уже их тяжело оттереть. Бетон очень тяжело оттирается. Испортили такую вот красоту. Мы старались, ложили красивую кладку, старались сложить. А ее взяли и забрызгали прямо на входе. Друзья, хочу порекомендовать вам отличный недорогой инструмент от компании Redwerk. В данном случае это сабельная пила, которая способна заменить ножовку по металлу, по дереву и по пластику.
Мы же ее используем в работе как ножовка по газобетону. Ее очень удобно держать в руках. Обрезиненная рукоятка, регулировка оборотов и удобная рукоять спереди. Для работы используем полотно Redwerk по газобетону. Оно сделано из высококачественной инструментальной стали с твердосплавными зубами. В общем, кому интересно, оставлю ссылку на инструмент под видео в описании. Подвезли воду на объект в канистрах. Постелили раствор вот под первую плиту. Главное смонтировать первую плиту, чтобы потом можно было поставить на эту плиту раствор. Ну и уже будет лучше ходить поверху. Многое зависит от кранового, от крановщика. Некоторые есть очень медленно работают, кто-то быстро. Но вот этот кран должен работать быстро. Мы уже с ним работали. Шустрый малый. Черточку там видишь? Да. 20 сантиметров У тебя где-то. сколько опора? Блядь, примерно так же, может поменьше. Ну, это железки, я дальше не буду брать. Да. Да, да, да. Идет монтаж плиты. Ты смайновал, мне кажется. Смайновал. У нас по черте нормально. Давай проверим. Подожди, подожди. 4,54. Держи. Проверяем размер от стены, чтобы потом все плиты ложились по раскладке, чтобы влезли. Майной, Серег! Сразу убираем изнутри материал, пока кран в этом месте находится, чтобы не делать потом лишних движений. Пока что раствор подаем в ведрах вручную. Сейчас Роман замешивает полную ванну, ставим на плиты. Идет уже вторая плита. Давай ее туда, давай. Сейчас нужно будет одному человеку показывать. Пока что крановщик видит ребят, потом он не будет видеть. Нужно будет человеку стоять, показывать, управлять краном. Ровно не ложи, мне палку торчит. Там на себя поворот. Санек, у тебя шпилька. Ага. Я войду, дай, дай. Нормально. Нормально. Пошла третья плита. Давай. Многие монтируют по арматуре. Мы просто на раствор. Главное равномерно расстилать. Вот так по плоскости легли плиты. Вроде бы ровненькие плиты. Пока что
кладутся, все нормально. Все четко. Сразу подрезаем раствор, который выдавился, чтобы потом штукатуры не ругались на каменщиков. Поддоны с газосиликатными блоками ставим уже на плиты. Потом блоки пойдут, будем обкладывать плиты и будем прокладывать блоки. Начинаем забивать плиты раствором. Смотрите, забиваем плиты. И вроде бы тут вот забито, но надо делать еще вот так. Смотрите, сколько еще туда раствора войдет. Плиты сделаны, там есть такой как замочек. Вот сбоку видно, вот тут расширяется. Нужно, чтобы раствор забивался и заходил сюда, в этот замок. То есть вот так утрамбовали. И докидываем еще раствор. И желательно сюда, конечно, кинуть сеточку. Плиты приходится монтировать то на одну сторону, то на другую, так как они сложены по-разному. Поэтому какая плита идет, на ту сторону по раскладке кладем. И уже пошли у нас потихонечку дела. Несколько плит смонтировали. Уже частично забиваем раствором. Петли пока не забиваем. Но плиты вроде стягиваться не будут. Анкировки плит не будет. А так обычно их между собой связывают. Или крест-накрест, вот эти плиты. Но у нас не сейсмоопасная зона. Поэтому не всегда у нас их плиты анкируют. Всегда вот по желанию. Но большинство никто у нас не анкирует. Если плиты ложатся на армопояс, их просто оставляют так. Тем более тут один этаж. Монтаж плит идет у нас с колес. Стоит машина. И плиты с машины сразу же монтируем на место. Одна машина уже ушла. Первую разгрузили. И подъехала следующая машина. Уже примерно половина плит мы смонтировали. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Смотрите, ребята,
пришлось выдергивать плиту, неправильно мы смонтировали. Эта плита идет вот сюда. Оттуда выдернули, смонтировали вот сюда. Подходит плита. А вот эти две плиты нам сейчас нужно будет передвинуть, перемонтировать. Просто нужная плита, которая сюда идет, была под самым низом, под самым низом. Ну, сейчас быстренько все исправим. Так что без косячков, ребята, не обойтись. Домонтировали все плиты. Получилось 31 плита на этаже. По времени на монтаж ушло 5 часов. Но мы не только монтировали, но и ставили материал. Оттуда доставали и снизу, который остался материал, подавали сюда наверх, на этаж, и ставили на перегородки силикатный кирпич. Также вот на гараж. Гараж плитами не перекрывался. На гараже будут деревянные перекрытия. Осталось несколько швов, но мы потом их забьем. Поставили материал на гараж для перегородок и внутри. Тоже очень много подъемов ушло на вот этот кирпич. Ребята уже собирают кран. Вот так смонтированы у нас плиты. Монолит залит был ровненько. И плиты легли тоже ровно. После того, как смонтировали плиты, перекрыли этаж, нам нужно теперь проложить 2 ряда облицовочный кирпич и газосиликатный блок. И вот здесь на эркере нужно спиливать плиту. Вот здесь убрали доску, накрывали кирпич, и здесь летучая мышь сидит, вот она на кирпиче. Сейчас покажу ее мордочку. Смотри, они кусают. Вот такая тут мышка, ребята. Короче, 20 штук 5 добавишь вот сюда вот. Сначала нам нужно завести 2 ряда облицовочного кирпича и пройти по периметру облицовку. Плиты облегченные. Так, высота плит 16 сантиметров. Поэтому вот 2 ряда облицовки, получается 20 сантиметров. Почти вот в уровень с плитами будет.
проложили кирпич 2 ряда. И самое сложное расшить, так как швы не видно. И нужно вот так нагинаться. Приходится расшивать на коленях. Проложили облицовку 2 ряда. И теперь нам нужно проложить газосиликатный блок, забутить стены. Вот здесь плиты опирались на вот этот армопояс, на монолит. И осталось мало места. То есть сюда нужно напилить блоки по 12 сантиметров. А с других сторон кладется вот так целый блок, проходит. А вот сюда мы запиливаем блоки, так как толщина стены здесь уменьшилась, всего 12 сантиметров, чтобы не промерзало, сюда будет вставляться утеплитель. Вот такую кучу блоков пришлось напилить. По 12 сантиметров толщина блока. Вот так он кладется. Будем класть на раствор. И сюда утеплитель. Можно, конечно, здесь и силикатным кирпичом пройти. Подходит и по высоте, и по ширине, но блок теплее, чтобы меньше было промерзания, поэтому пришлось пилить блоки. Закружили по кругу дом, обложили плитами и газосиликатным блоком. Вот так получилось обложить. Здесь будет утеплитель в эту щель вставляться. Здесь целыми блоками. Кладку уже накрыли досками, потому что кружат тучи. Может пойти дождик. Обложила все небо тучами. Забиваем петли, которые остались незабитые. И швы в плитах. Ребята начали класть уже трубу. Трубы с вентканалами. 2 трубы там идет. Вот эту плиту, которая
нависает. Нужно спилить. Как раз вот здесь эркер. И надо аккуратненько спилить выступающую часть и не повредить облицовочную кладку. На доме уже все готово. Все петли и швы доделали. Забили все раствором. И уже могут выходить кровельщики, начинать делать крышу. Сейчас Егор допиливает плиту. И завтра уже выйдут двое ребят наших и доделают гараж. Плиту пилит частями таким образом, чтобы не повредилась облицовка. И уже вот третий запил он делает, третий раз. Отпилили ребята плиту. Очень тяжело пилить ее здесь на весу. Обычно такие вещи делаются внизу, там замеряется размер и проще отпилить внизу. Либо уже можно заказывать с завода пиленные. Вот так получилось. Получилось все нормально. Пострадал только один кирпич. Вот здесь. Мы его сразу же достали. Отсюда демонтировали этот кирпич. И под замену поставится новый кирпич, а здесь плиты надо будет утеплить. Оставлено здесь под утеплитель. Ребята уже подготовили себе леса. Вот такие сгородили из поддонов. Завтра должны закончить гараж. Потом трубы нужно будет еще сделать. И уже кровельщиком можно выходить, начинать делать крышу. А мы едем на другой объект. Кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!